На рождественские каникулы я всегда выбираюсь в свой родной город. Там прошло мое детство, до сих пор живут мои родители и школьные друзья. Я люблю вспоминать о прошлом, проведенном в этом городке. Мои школьные годы действительно проходили чудесно. Чуткие родители, хорошие учителя, закадычные друзья и верные подруги. Все это способствовало моему благополучному взрослению и делало меня счастливым человеком. Помню, как в 15 лет ко мне пришла первая любовь в лице одноклассника Димы Иванова. Он был тихим, неприметным мальчиком, хорошистом и спортсменом. Когда на школьной дискотеке он признался мне в любви и предложил дружить и встречаться, я удивилась. «Дим, ты мне нравишься, но я тебя плохо знаю. Ты все время молчишь в классе», — сказала я. «Знаешь, неохота лишний раз вылезать, я на тренировках и так устаю», — пожал плечами Дима. Решили мы с ним попробовать проводить время вместе. Я видела, как он обрадовался моему согласию и сразу же назначил мне свидание. Потом этих свиданий было много. Мы гуляли по городу, заходили в кафе и музеи, иногда смотрели кино в кинотеатре. Дима рассказывал о своих поездках со спортивным лагерем на море, о соревнованиях. Он занимался плаванием и делал значительные успехи в этом виде спорта. Оказалось, что Дима, так же как и я, любит читать. Мы часами могли обсуждать прочитанное и спорить о том, в чем суть наших любимых книг. Постепенно я узнавала Диму и влюблялась в него все больше и больше. Мы пересели с ним за одну парту, и уже вся школа знала, что у нас с Димой любовь. В выпускном классе мы стали планировать нашу будущую жизнь. Решили, что поступим в институты в Москве, снимем квартиру и станем жить вместе. Родители Димы были весьма обеспеченными людьми и могли себе позволить снять квартиру где угодно. Но после выпускных экзаменов Дима вдруг отдалился от меня, перестал приходить на свидания, не звонил мне больше и даже не встречался на улице. Я пыталась вывести его на разговор, обращалась за помощью к его родителям, не понимая, что происходит, но так и не смогла его вернуть. События закрутились, я поступила в институт, начала учиться. Обида на Диму проходила, да и вообще вся эта история нашей детской любви стала стираться из памяти. У меня появились новые друзья, учеба отнимала массу сил и времени, так что я почти и не вспоминала Диму. И вот в один из моих приездов в родной город мы с Димой встретились. Было это как раз в ночь накануне Рождества. Падал редкий снежок, я шла в магазин и вдруг заметила знакомый силуэт впереди себя. «Дима?» – неуверенно спросила я. Он обернулся, улыбнулся и подошел ко мне. «Какая ты красивая стала!» – сказал он восхищенно и предложил прогуляться с ним по городу. Я кивнула в знак согласия, и мы пошли с ним по улицам, как в старые добрые времена, когда еще были детьми. Дима почти не изменился, лишь слегка осунулся и похудел. Разговоров о любви и о причине нашего разрыва он избегал. Мы разговаривали о книгах, о зиме и рождественских чудесах. «Я не верю в чудеса и во всех этих ангелов», – смеялась я. Я тоже, подмигивал мне Дима. Боже, как же я по нему соскучилась. По нему самому и по нашим прогулкам с разговорами. «Обязательно встретимся еще когда-нибудь», – сказал Дима и вдруг заторопился. Вечером ко мне в гости пришли школьные подружки. Мы накрыли стол и устроили час воспоминаний о школе. Когда разговор зашел о нас с Димой, я встрепенулась. «Ой, а я ж его сегодня встретила в городе, и мы с ним долго гуляли вместе», – радостно сообщила я девчонкам. Они переглянулись, и неловкая долгая пауза застыла между ними. «Что не так?» – удивленно спросила я. «Понимаешь? Дима умер. 2 года назад. Почти сразу после твоего отъезда», – ответили подруги. «Как умер?» – опешила я. «У него какая-то болезнь была неизлечимая, он никому не говорил, только родители знали», – сказали подруги. Я ничего не понимала. Кто тогда гулял со мной по городу, если Дима умер? На завтра я отправилась на городское кладбище и нашла могилу Димы. Он смотрел на меня с фотографии, улыбался.
Я счищала снег с его памятника и все никак не могла понять, наша недавняя встреча с ним мне привиделась или была на самом деле.